Остановитесь прямо сейчас и послушайте меня внимательно. То, что вы делаете или стесняетесь делать в интимной обстановке собственной спальни, может напрямую влиять на продолжительность вашей жизни и качество оставшихся лет. Да, я говорю именно о той теме, которую обсуждают только шепотом, и сегодня мы поговорим о ней открыто и честно. Кстати, вы можете задать мне абсолютно любой вопрос в комментариях, даже самый деликатный, и я обязательно отвечу каждому из вас. На прошлой неделе ко мне на прием пришел Василий Петрович, 72 года. Он вошел в кабинет, медленно опустился на стул и посмотрел на меня тем самым взглядом, полным смущения и сомнения, который я видел уже сотни раз. Он долго собирался с духом, переминался с ноги на ногу, а потом тихо произнес: «Доктор, мне нужно спросить кое-что, но я никогда никому об этом не рассказывал». В тот момент я уже знал, о чем пойдет речь. Это тема, которая волнует тысячи мужчин, но о которой они молчат из-за стыда, страха или банального незнания. Сегодня мы поговорим об этом серьезно и откровенно, без недомолвок и стеснения, как будто мы с вами сидим в моем кабинете с глазу на глаз. Правда о вашей простате и о том, как часто вы эякулируете, гораздо важнее и удивительнее, чем вы можете себе представить. Это маленькое железо размером с грецкий орех, расположенное прямо под мочевым пузырем, может казаться совершенно безобидной, пока в один прекрасный день не превратится в серьезную проблему. Научные исследования показывают поразительную связь. То, как вы относитесь к своей сексуальной жизни, может определить, доживете ли вы до 80 лет в полном здравии или столкнетесь с раком простаты уже в 65. И самое удивительное, что эта разница может зависеть от простого фактора – частоты вашей эякуляции. Да, вы не ослышались, именно так. И в этом нет ничего постыдного или неприличного. Это чистая медицина, физиология и профилактика серьезных заболеваний. Василий Петрович был шокирован, когда услышал мое объяснение. А теперь я поделюсь с вами той же информацией, которую дал ему. Но сначала позвольте привести один факт, который заставит вас задуматься. За последние годы рак простаты превратился из далекой угрозы в реальную опасность для мужчин старше 60 лет. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном научном журнале, количество диагнозов должно удвоиться к 2040 году. С 1 миллиона 400 тысяч случаев в год мы перейдем к почти 3 миллионам мужчин, которым ежегодно будут ставить этот страшный диагноз. Число смертей также вырастет до 700 тысяч в год, если мы не начнем действовать прямо сейчас. Это означает, что тысячи мужчин, таких же как вы, отцов, дедов, мужей, умирают от болезни, которую можно было предотвратить или контролировать. Все, что для этого нужно, это больше информации и меньше стыда говорить о собственном теле. И здесь мы подходим к центральному моменту нашего разговора. Частота вашей эякуляции может напрямую влиять на здоровье вашей простаты. Это не преувеличение и не домыслы, это физиологический факт, подтвержденный множеством серьезных научных исследований, о которых большинство мужчин никогда не слышали. Прежде чем продолжить слушать, ответьте честно, когда вы последний раз говорили с врачом о здоровье своей простаты? Напишите в комментариях, это действительно важно. Представьте вашу простату как маленькую фабрику, которая работает круглосуточно без выходных. Она скромно расположилась под мочевым пузырем и трудится в тишине каждый день вашей жизни. Основная функция этой железы – производить специальную жидкость, богатую цинком, лимонной кислотой и уникальными ферментами. Эта жидкость выполняет критически важную роль. Она защищает и транспортирует сперматозоиды. Но ваша простата не одинокий волк, она часть сложной системы. Рядом с ней работают семенные пузырьки, которые вырабатывают жидкость с фруктозой, своего рода энергетический коктейль для сперматозоидов. Яички производят всего 1% от общего объема, но именно они создают самое главное – сами сперматозоиды. Все это вместе представляет собой настоящее инженерное чудо мужского организма. Когда наступает момент эякуляции, происходит удивительно скоординированная последовательность действий, похожая на работу швейцарских часов. Сначала все жидкости собираются в уретре, готовые к выбросу. Затем мышцы тазового дна начинают мощно сокращаться, выталкивая семя наружу. Этот процесс зависит от чувствительных нервов, крепких мышц и идеальной связи между мозгом, гормонами и репродуктивными органами.
И вот здесь кроется важный момент, о котором мало кто задумывается. Когда эта фабрика работает регулярно, все системы функционируют как надо. Но когда она простаивает слишком долго, начинаются проблемы: накопление секрета, повышение давления, скрытое воспаление. Человеческое тело не создано для застоя, особенно когда речь идет о простате. Подумайте, что происходит с рекой, когда вода перестает течь. Она застаивается, становится мутной, начинает цвести и в конце концов превращается в болото. Нечто похожее происходит и с вашей простатой, если вы слишком долго воздерживаетесь от эякуляции. Мужчины с редкой эякуляцией, будь то из-за возраста, болезней, приема лекарств или банального стыда, могут развить состояние, известное как хронический застой простаты. И поверьте, это не шутки. Этот застой создает внутреннее давление в железе, которое приводит к ощущению тяжести в области таза, дискомфорту при мочеиспускании, постоянному раздражению. В более серьезных случаях развивается хронический простатит, воспаление простаты. И это не мои домыслы, а научные факты. Исследование, опубликованное еще в 1999 году, наблюдало за мужчинами с хроническим простатитом. Те, кто начал чаще эякулировать, неважно с партнершей или самостоятельно, показали значительное улучшение симптомов всего за несколько месяцев. Объяснение простое, как дважды два. Эякуляция помогает опорожнить протоки простаты, снизить воспаление, удалить скопившиеся остатки и снять местное напряжение. Можно сказать, что регулярная эякуляция – это своего рода техническое обслуживание вашей простаты, предназначенное для поддержания ее здоровья. И когда эта система простаивает слишком долго, риски растут как снежный ком. То, что происходит в вашем организме после эякуляции, выходит далеко за рамки простого удовольствия. Различные исследования показывают, что мужской оргазм запускает мощный выброс полезных веществ. Пролактин снижает возбуждение и вызывает приятное расслабление. Окситоцин, так называемый гормон объятий, создает ощущение безопасности и спокойствия. Эндорфины работают как естественные обезболивающие, борются со стрессом и способствуют крепкому сну. Одно исследование 2023 года показало, что мужчины с регулярной сексуальной активностью реже страдают от бессонницы. Они реже просыпаются ночью и сообщают о более глубоком и восстанавливающем сне. То есть регулярная эякуляция полезна не только для простаты, она также работает как натуральное снотворное. И самое главное, это бесплатно, без побочных эффектов и без рецепта врача. Мужчины, которые игнорируют собственную сексуальную жизнь, рискуют не только застойными явлениями в простате. Они также теряют один из самых мощных природных механизмов борьбы со стрессом, тревогой и бессонными ночами. И это не какая-то эзотерика, это чистая наука. А теперь самый животрепещущий вопрос, который мне задают почти все пациенты. Правда ли, что частая эякуляция защищает от рака простаты? Ответ однозначный – да, защищает. И на это есть железобетонные доказательства. Одно из крупнейших исследований по этой теме проводилось американскими учеными на протяжении 18 лет. Они наблюдали более 30 тысяч здоровых мужчин, анализируя их сексуальные привычки, образ жизни и здоровье простаты. Результаты оказались ошеломляющими. У мужчин, которые эякулировали 21 раз или более в месяц, риск развития рака простаты был на 33% ниже по сравнению с теми, кто эякулировал от 4 до 7 раз в месяц. Вдумайтесь, на треть ниже риск смертельно опасного заболевания, и все, что для этого нужно, это поддерживать регулярную частоту. И самое интересное, совершенно неважно, происходило это с партнершей или в одиночестве. Защитный эффект заключался в самом акте, физиологической работе организма. Другие исследования последних лет подтверждают эти выводы снова и снова. Простата, которая работает регулярно, болеет значительно реже. И если это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, вспомните, иногда человеческому телу нужно всего лишь движение, поток и постоянство. Застой ведет к болезням, активность к защите и здоровью. Но почему частая эякуляция так эффективно защищает простату? Что такого особенного в этом простом естественном акте? Первое, что нужно понять, простата не создана для бездействия, она должна работать.
Это железо постоянно производит секрет, и эта жидкость должна регулярно выводиться. Когда она накапливается слишком долго, начинаются проблемы. Представьте водонапорную башню, которую никогда не опорожняют. Вода застаивается, портится, становится токсичной. Это называется теорией очистки. Каждая эякуляция– это физиологическое опорожнение, которое выводит токсины, снижает воспаление и уменьшает внутреннее давление. А когда этого не происходит, растет риск хронических воспалений и клеточных мутаций, которые могут перерасти в опухоль. Но это только начало истории. Есть еще гормональный фактор, о котором мало кто знает. Мужчины с регулярной эякуляцией поддерживают более стабильный баланс между тестостероном, эстрогеном и другими гормонами. Этот баланс критически важен, потому что когда гормоны выходят из равновесия, простата страдает первой. Ткани теряют организованность, клетки начинают бесконтрольно делиться, и вот тогда начинается настоящая опасность. Перегруженная, воспаленная и гормонально разбалансированная простата– это идеальные условия для развития рака. И это еще не все. Мало кто знает, что иммунная система работает лучше, когда тело сексуально активно. Во время оргазма высвобождаются вещества, которые активируют защитные клетки организма. Эти клетки распознают и уничтожают дефектные клетки до того, как они становятся проблемой. Поддержание сексуальной активности помогает иммунитету быть более бдительным и готовым реагировать на любые отклонения. И, наконец, кровообращение. Во время эякуляции мышцы тазовой области мощно сокращаются, кровоток усиливается, ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Все это движение снижает окислительный стресс, тот самый тихий процесс, который старит клетки изнутри. Когда вы эякулируете, это не просто приятно, это профилактика серьезных заболеваний. Мужское тело создано для активности, и простата не исключение. Когда вы надолго блокируете ее естественную работу, вы играете с огнем. То, что начинается незаметно, часто заканчивается страшным диагнозом. И вот тут появляется вопрос, который мне задают почти все мужчины, обычно тихим голосом и отводя взгляд. «Доктор, вы хотите сказать, что я должен эякулировать 21 раз в месяц?» И это абсолютно нормальный вопрос. Многие слышали эту цифру из статей и видео. Но позвольте объяснить важную вещь. Здоровье не измеряется магическим числом, это не математика. То исследование о 21 разе в месяц реально существует. Но это не означает, что вы должны превратить это в обязанность, как прием таблеток 3 раза в день. Каждый организм уникален, у каждого мужчины свой ритм, своя история, своя энергия. То, что показывает наука, это общая тенденция, а не строгий рецепт. Вредит не то, что вы не достигли определенной цифры. Вредит то, что организм застаивается, воспаляется, закупоривается. Он создан для движения, а вы держите его на ручном тормозе. Это особенно актуально для мужчин, которые живут в молчании, без связи с собственным телом. Поэтому правильный вопрос не сколько раз я должен эякулировать, а что просит мое тело, но я игнорирую. Если вы здоровы, полны энергии и чувствуете желание, нет причин себя сдерживать. И если у вас нет партнерши или вы думаете, что возраст уже не тот, помните, польза исходит от работы железы, а не от наличия спутницы жизни. Не сравнивайте себя с другими, не превращайте это в обязанность. Просто слушайте свое тело, оно само подскажет, что ему нужно. Раз уж мы говорим о простате, есть один вопрос, который волнует мужчин, готовящихся к операции. Что произойдет с эякуляцией после операции на простате? Ответ зависит от типа операции. При доброкачественной гиперплазии, когда простата увеличивается и сдавливает уретру, проводят процедуру удаления избыточной ткани. Представьте, что из апельсина вынимают мякоть, оставляя кожуру. Это решает проблему слабой струи мочи и ночных пробуждений. Но есть одно последствие – ретроградная эякуляция. Во время оргазма семя вместо выхода наружу попадает в мочевой пузырь. Это не больно, не влияет на удовольствие, не нарушает эрекцию. Оргазм остается, ощущение тоже, просто ничего не выходит наружу. Позже семя безвредно выводится с мочой.
При радикальных операциях из-за рака все сложнее. Когда удаляют всю простату семенными пузырьками, выработка жидкости прекращается. Мужчина продолжает испытывать удовольствие, но теперь у него сухой оргазм без эякуляции. Может возникнуть риск эректильной дисфункции или недержания, потому что нервы, отвечающие за эрекцию, проходят рядом с простатой. Иногда их невозможно сохранить даже при самой аккуратной операции. Это сложное решение, которое нужно принимать с полной информацией. Современные технологии, такие как роботизированная хирургия, дают больше шансов сохранить функции. Но главное, что я говорю каждому напуганному пациенту, неважно, будет эякуляция или нет. Важно остаться живым, обнимать внуков, гулять по парку, радоваться каждому новому дню. К этому моменту вы уже поняли главное: не существует волшебной таблетки. Нет чудодейственной добавки из тибетских гор. То, что действительно защищает вашу простату, это ежедневный выбор, который вы делаете. Поддержание регулярной эякуляции – это один из таких выборов, но не единственный. Если вы курите, бросайте немедленно. Табак не щадит ни простату, ни легкие, ни сердце. Если у вас лишний вес, займитесь этим серьезно. Тот живот, который кажется безобидным, на самом деле фабрика воспаления. Если ваш рацион состоит из колбасы, красного мяса и газировки, пора это менять. Добавьте больше овощей, фруктов, рыбы и меньше переработанных продуктов. Простата скажет вам спасибо. И если вы проводите день сидя, пора вставать и двигаться. Ходьба 30 минут в день – это не роскошь, это необходимость для выживания. И главное – сдайте анализы. Преодолейте стыд и страх. Пальцевое ректальное обследование – это простая медицинская процедура, способная спасти вашу жизнь. Сдайте анализ на ПСА, посетите уролога. Не ждите, пока появятся симптомы, тогда может быть уже поздно. Мой пациент Николай Сергеевич, 68 лет, откладывал визит к врачу 3 года из-за стеснения. Когда, наконец, пришел, рак был уже на 2-й стадии. Сейчас он жалеет о потерянном времени каждый день. Не повторяйте его ошибку. Ваше здоровье важнее любого стеснения. Берегите себя, слушайте свое тело и живите полной жизнью.